Друзья, ну что, поиграем на Smart TV боксах с нашими геймпадами? Это очень частый вопрос. А если есть геймпады для Smart TV боксов, то во что же играть на этом самом Smart TV боксе? Как с ним драться, твою ж мать? Давай, раз, два, три. Ой-ой-ой, что ж вас так много? Да сколько вас тут? Да что ты будешь делать? Да сколько вас, а? Тут, блин, это нога. На тебе ногой. Вот он, дружок идет. Здесь будет очень страшно. Я уже боюсь. Блин, твою мать, он кусается. На тебе. Меня еще и укусили. Меня убили. Видели мою ряху? Но он почти такой же красивый, как я, ну скажите. Ну и конечно же вы должны понимать, что данные игры это нативная поддержка геймпада без настройки каких-либо ремапперов и всего остального. Вот просто то, что можно закачать абсолютно в маркете. Как-то так. Играть мы сегодня будем на Yogus AM6+, потому что это действительно очень мощный ТВ-бокс. Мы сейчас не говорим об NVIDIA Shield, потому что это Android TV платформа. Мы будем сейчас играть на чистом Android. Для Android TV платформы мы выпустим отдельное видео, поэтому подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы это не пропустить, а также не пропустить наши розыгрыши ценных призов, подарков и ссылки на участие в очередном розыгрыше, вернее на условия участия, лежат в описании под видео. Там просто нужно быть подписчиком. Поехали. Смотрите, мы уже на нашем Smart TV боксе. Напомню, Yogus AM6+, один из самых мощных ТВ-боксов из Китая на текущий момент, 2.2 процессор на Cortex A76 ядрах, и мы выбрали самые ходовые игры, в которые играли сами, которые мы тестировали, и начнем, наверное, с тех, которые, ну, не знает, наверное, никто, потому что если говорить о Real Racing, об асфальтах, то в это играли все, это вываливается сразу у всех, и Dead Trigger, в том числе и Dead Effect. Мы сейчас рассмотрим с вами игры, такие как Shadowguns Legends, это игра консольного уровня. Есть Space Marshal 2 и 3 часть, первую мы уже не осматриваем. Xenoverse, в которую я очень люблю играть, такой аркадный, знаете, скроллер. Battle Tank, Асфальты, само собой, покажем. Dead Trigger серия и Dead Effect первых 2 части. Также мы поиграем в такое более-менее простое комьют. Мы сейчас не берем, допустим, там Beach Buggy Racing, это совсем для детей, и в принципе ее тоже все знают, но мы с вами поехали. Frostborn, первая игра. Кстати, все ссылочки на все игры мы разместили в описании под видео. Это в основном на Play Market скачиваются, они там практически бесплатно, кроме одной. Одна платная, но она мне очень нравится из-за ее спецэффектов. Для данной игры понадобится и аэромышь, и геймпад. Как бы она совместима с геймпадом, но есть некоторые элементы интерфейса, для которых обязательно нужна будет аэромышь. Играем мы на геймпаде GameSear. Вообще мы предпочитаем GameSear G4 Pro, обзор на который у нас был на канале. Ссылочку разместил под видео, для того, чтобы вы посмотрели, что это за геймпад. Да, он не дешев, и если он вам кажется достаточно дорогим, то мы обязательно вам разместим туда еще и GameSear T1S, и возможно еще чего-то, и может быть даже из ZPEG. В общем-то, я думаю, стоит зайти и посмотреть. Игра из себя представляет такой себе, знаете, вот для меня это напоминает очень сильно Diablo, вот по стилю управления Diablo 3, да, от небезызвестной игровой студии. Слушайте, ну здесь у нас, вот, я честно говорю, я в нее не сильно так играл. Вообще это многопользовательская игра, достаточно интересная. По сути, в этой игре вас ждет полноценная RPG-игра, RPG так называемая, и в которой вам предстоит быть великим викингом. Большой акцент в этой игре дается на... Ну, давайте я просто побегаю, покажу вам. Ну, тут бегают, стреляют какие-то. Большой акцент делается на кооперативном... сперва выполнить текущие задания. Большой акцент делается на кооперативном прохождении. Также вы можете играть в компании из 4 человек. Помимо PvE разработчики добавили PvP режимы. То есть это полноценная RPG сетевая. То есть здесь можно очень много всего интересного делать. Давайте сейчас пойдем, что мы тут должны сделать с вами. Так, как тебе удалось выжить? И вот именно в этих частях интерфейса нам нужна мышь. Так, этап первый. Основать район. Обратитесь к воеводе, и вы начинаете бегать тут и выполнять различные задания. Знаете, как в этом написано было
Сейчас я вам прочитаю. В описании было, знаете, как давным-давно прекрасные холмы и Мидгарда были захвачены мертвыми великанами. С тех пор речные воды обжигают горло. Все эзы исчезли, и валькирии больше не возят убитых воинов в Вальгаллу. Представляете, как это все звучит? Так, принимаем занятия. Но здесь имыш. Нам нужен лагерь вне города, где ты и твои братья по оружию будете добывать ресурсы. Сообщаем и отстроим каждый район нашей столицы. Отправляйтесь в лагерь. Давайте побежим в лагерь. Выход. Остановитесь, чтобы выйти. Так, я остановился. И побежали в открытый мир наш. Так, бежать в лагерь. Вот таким вот образом мы бежим. Ничего не напоминает? В общем-то, игра достаточно интересная. И игры RPG, игры такого уровня, ну, не часто встретишь на андроиде. Поэтому мы ее рекомендуем. Frostborn достаточно неплохая игра, есть в маркете. Из того, что мы еще играли, Mindcell. Mindcell — это, по сути, приключенческая игра с видом от третьего лица. Давайте выберем легкий вариант прохождения. Нам, по сути, тут рассказывают сейчас про мир недалекого будущего. Главного героя хотят сделать материалом для научных жестоких экспериментов и быть подопытным кроликом он не желает. Так, по крайней мере, написано в описании игры. Представляете, ему в лоб вставили какую-то плату. Неплохая графика, работает полностью с геймпадом. Отлично, ты проснулся на русском языке. Так, на свой передатчик и послушай меня. Давай послушаем тебя. Ты кто такой? О боже, так, пропустили. Побежали дальше. Вообще тоже такая, знаете, игра начального консольного уровня. Давай, что мы тут должны сделать? Использовать. Хотя бы оружие какое-нибудь получить бы. Давайте. Но для такой игры нужна действительно достаточно мощная приставка. Черт, я не думал. Достаточно мощная приставка, и на 905X3 процессорах это будет достаточно неживенько выглядеть. Поэтому это Nvidia Shield TV, Yugus AM6+, допустим, на 922 процессорах тоже из бюджетных можно рассматривать. Ой-ой-ой, ты куда? Как с ним драться? Как с ним драться, твою ж мать? Оу, есть. Есть. Допустим, Hades VM3, Minix U22XJ, ну, то есть чем мощнее, тем лучше. На 905X3 в такое не поиграешь. Давайте дальше пройдем, хотя бы какое-нибудь оружие. Ну, кому-то мы морду, конечно, набили. Слушайте, а вообще топ-5 приставок больше 100 баксов. Или давайте мы так, самые лучшие приставки для игр разместим тоже в описании под видео, их обзоры и ссылки на проверенных продавцов. Это будет, наверное, хорошо. Давай, раз, два, три. Отлично. И второго, где тут еще один? Ой-ой-ой, что ж вас так много? Давай. Все? Так, боже, обойти, ну так получилось, короче. Да, пропускаем это все. Блин, это нога. Это жесть. Ну, давайте его сейчас по голове этой ногой. Классное оружие. Вы дрались когда-нибудь ногой? Я, кстати, такой первый раз вижу вообще в играх. У меня плойка есть. Ну, там ногой я точно никого не лупил. Неплохо. А, кстати, вы прикидываете, у ноги даже есть запас прочности по количеству ударов, нанесенных по какому-нибудь персонажу. Видели справа сверху? О, серьезная охрана, давай. Сейчас тебя ногой отдубасим. Да иди ты, что ты невырубаемый такой, а? Так, поднять дубинку. Ой, тихо. Вот это меня продубасили. Слушайте, ну неплохо, можно играть, реально можно, веселючая игра. Ну не веселая, она достаточно симпатична, но главное иметь нормальный джойстик и нормальный, не джойстик, а геймпад. О, дубинку подняли. Дубинка на 20 ударов, вы поняли? Главное иметь нормальный геймпад и иметь нормальную приставку. Конечно, Nvidia Shield подходит лучше для этих целей. С Mindcell понятно, да? Следующее, во что играю я конкретно, это Xenoverse. Игра прикольно, так, ему там надо какие-то разрешения, у меня там есть сейвы с моими достижениями, и сейчас вы их увидите. О, видели? У меня там пушечка какая. Ох, игрушечка, ну, чисто такой, знаете, раннер сверху, с кучей оружия, с улучшениями, при этом достаточно несложная, подходит и для детей, и для взрослых. Так, чем мы там стреляем? Не, такое оружие нам не нравится. Ну, поехали, попробуем. Тихо. Классная штукенция. Кстати, тут очень большое количество монстров. Чисто апгрейдишь оружие. Ой-ой-ой. Апгрейдишь оружие и покупаешь разное новое. Можно немножечко смахлевать с некоторым оружием. Да сколько вас тут?
Сейчас меня здесь, по-моему, приколбасу. Я так давно не играл в нее. Сила доступна. Давайте лечиться. Можно лечиться. Есть различные силы у нас. Куда тебя несет? Есть различные силы, оружие перегревается, вы находитесь по сути на фабрике, при этом опускаетесь все ниже и ниже. Видите, у меня фабрика X, этаж 8, опускаетесь с каждым разом все ниже и ниже, выполняете какие-то задания. Игра достаточно неплоха, подходит как детям. Ну, ночью лучше не играть, конечно. Я пару раз ночью играл, и выскакивающие из-за угла монстры иногда портят, откровенно говоря, вам какое-то настроение. Или... Да, что ты будешь делать? Не только там с настроением дело, но можно немножечко неправильно отреагировать на это действие, если вы понимаете, о чем я. Короче, игруха неплохая. Сейчас я покажу выбор оружия. Покажу вам. Вот видите, я сейчас одно из заданий выполнил. Давай взаимодействуем. Задание выполнено. То есть я включаю какие-то консоли, я собираю какие-то артефакты. Оружие. Зачем мне оружие? Дробовик какой-то. Давайте поменяем. Попробуем, что это за оружие. О, это миномет. Это не дробовик, это миномет. Сейчас мы этим минометом кого-то и приласкаем. Давайте посмотрим. Воу. А миномет-то неплох. Вы видели, сколько их там еще? Не, миномет неудобен. Я люблю более быстрое оружие. Кого-то мы прибили. Что там мы сделали? Нормально, слушайте, ну неплохо. А давайте мы выйдем, я вам покажу, как выглядит вообще в главном меню. Сам по себе вот герой. Видели, сколько здесь различных вариантов экипировки? У меня сейчас, ну, не самая лучшая, конечно. И плюс можно покупать огромное количество оружия, можно извращаться. Но у меня тут оружие, кстати, неплохое. Я хотел бы, конечно, получше. Но на это надо очень много денег, очень много играть. Когда вот делать нечего, то убить время очень даже пойдет. То есть это, я же говорю, один из ответов на вопрос, во что можно поиграть. Dead Effect у нас есть две части. Серия Dead Effect это по сути игра, которая, ну, знаете, в постапокалиптическом мире. Если брать, вот давайте я вам сейчас по описанию скажу. Мир в 2040... Так, разрешение, давайте, разрешение. В нее тоже, кстати, играл, как-то мне очень понравилось. В 2045 году населяющих его зомби, графика выполнена в движке Unity, приближена к консольной. На выбор игрока два героя, мужчина или женщина. Вообще, я вам скажу, сюжет достаточно замысловат. Можно выбирать качество графики, есть у нас настройки геймпада, можно даже ремапнуть ваши кнопки в самом геймпаде, ну, например, Move Forward, да, мы понимаем, что у нас это и будет Axis 2 минус. Короче, мы сейчас давайте начнем играть и сразу по story начнем играть. И сразу по ходу игры будем обсуждать, что же у нас там есть. Так, выбираем персонаж, мужчину выбираем, нажимаем Continue, выбираем уровень мой любимый на Easy. Я игрок еще тот, я вам скажу. Все должно быть на Easy, я вам серьезно говорю. По сути, сюжет достаточно замысловат. Давайте сейчас полечимся. Здесь вот у нас... Сейчас, это зомби-шутер, мы полечились, лечимся. Зомби-шутер, по сути, главный герой это член элитарного военного подразделения какого-то, Юнит 13. Его задача найти, его задача проникнуть на научную базу ЕСС Меридиан. Я не знаю, я очень часто в нее играл, но настолько глубоко вникать в сюжет я, честно говоря, не очень-то хотел. Просто было, знаете, цель пострелять зомбаков, и это меня устраивало. Давайте сейчас мы выберем... Здесь есть у нас оружие. Давайте оружие выберем. Шотган. Графика действительно приближена к консольной. Это высококачественная графика. И что в первой, что во второй части. При этом вторая часть мне нравится больше. Я вам сейчас покажу вот первой. Да. Во второй части все намного продуманней. Там с этими дронами летающими. Там все намного интереснее. Давайте сейчас выберем. Посмотрим до первого зомбака. Если вы не играли в такую игру, то вот он, дружок идет. Если вы не играли, допустим, в первую часть Dead Effect, а везде видели Dead Effect первый, то, вернее, второй, то Dead Effect первый, он ничуть не хуже. Ой, что-то я не туда выстрелил. Давай, вот, есть красавчик. Он ничуть не хуже, а в некоторых моментах, по мне, так даже лучше, пистолет, даже лучше в плане своего хоррора. Играть советую в наушниках. Вот я вам серьезно говорю, такой интересный момент. Так, патрончики взяли. Так, стреляет, все нормально, стреляет. Люблю я зомби-хорроры даже в тишине.
Ой, в тишине. Даже при свете студии это выглядит достаточно... А к чему мне здесь такой пистолет, который нафиг зомбаков убивать не может? Не, куда вы идете? Нафиг мне этот пистолет? Вау. Так, есть еще один. Золото какое-то поднял. Давай, открываем. Вся игра построена, вот знаете, на вообще в виде лабиринтов. Вот эти вот лабиринты, они не бесконечны, то есть в виде лабиринтов. Вам нужно быть готовыми к тому, так, давай, что здесь будет очень страшно. Я уже боюсь. Сейчас меня, конечно, наверное, захейтят очень многие за то, что тут бояться. Это зомбак. Это зомбак. У меня еще и оружие не перезаряжено. Давай. Красивенько. Сколько вас, а? Ну, да на тебе уже, чертовой бабушки, тебя завалим. Меня еще и укусили. Если первая часть выглядит именно так, то вторую часть я вам сейчас покажу. Хотя мне первая часть нравится больше по графике. Вот вторая часть очень даже ничего. И тут знаете, какое начало? Вы просыпаетесь в какой-то лаборатории, заляпанной кровью, вас приводят в чувство, вы вне своего тела в каком-то металлическом панцире, ну так я в кавычках назвал. Ну и знаете, такой себе стиль фантастика, ну опять же такой в стиле хоррор. Вот больше хоррор, конечно, чем простой шутер. Смотрите, я весь в крови, графончик ничего так, кстати. Для некоторых моделей геймпадов, здесь в настройках, сейчас мы в настройки нажмем, хотя не, мы настройки сейчас не будем нажимать, но надо полечиться, потому что сейчас еще и кувыркнемся. Будет нам, где наша медкамера? Вон медкамера. И заметьте сюжет, насколько, да, похож, потому что в первой части вы тоже просыпаетесь, идете в медкамеру, и здесь уже совсем другое дело. То есть примерно то же самое, примерно тот же самый лабиринт, но интересный хоррор, с интересной графикой. Можно побегать, пострелять зомбаков. То же самое, давайте здесь, вот видите, у нас точки прохождения есть какие-то. Выбираем, давайте, сканируем мой отпечаток пальца. Отпечаток пальца прикладывайте к экрану телевизора. Это я для детей сказал. Я думаю, что кому-то не понравится. Так. Поэтому в настройках, вот я сразу говорю, если вдруг на вашем геймпаде не стреляет геймпад, то выставляем автоогонь, и он будет стрелять сам, и вам остается только выцеливать. Вот давайте мы сейчас дойдем до первых зомбаков. Графика тоже, знаете, такого начального консольного уровня, PlayStation 2, то есть до PlayStation 3, конечно, далеко, но поиграть, опять же, в это можно. Кстати, вот эту собаку обожаю. Я раньше тестировал игровые возможности ТВ-боксов, и эту собаку я видел, наверное, чаще, чем сами ТВ-боксы. Давайте пойдем, сейчас здесь появятся зомбаки, мы сейчас им снесем пару голов. Неплохая игра, всячески рекомендую. Давай. А стрелять. Я что, автоогонь не это, да, не активировал? Давайте. Параметры игры. Автоогонь поставил. Стоп, нам тогда... все, нет. Карта контроллера. Мы сейчас назначим, где у нас огонь. Огонь. Ага, все, сейчас мы сделаем. Огонь, сейчас будет все нормально. Есть. С огнем уже все хорошо, то есть я не автоогонь выбрал. Видите, примерно такая же штука, как и в первой части, которая отстреливает всех. Блин, твою мать, он кусается. На тебя тоже. Задача выполнена, и пошли дальше. Активируйте резервный генератор. И тоже вы бегаете по этим лабиринтам. Вы отстреливаете их монстрил, вы отстреливаете этих зомбаков. Смотрите, сейчас появятся еще здесь летающие дроны. Видели, системы безопасности, которые почему-то меня идентифицируют нормально. Я, видно, тоже часть их системы безопасности, но игра достойная. Мы ее тоже рекомендуем. Она есть, в принципе, в маркете, в любом маркете, в любом исполнении, в Android TV и в простом. То есть Dead Effect и Dead Effect 2 мы тоже рекомендуем. Следующая игра у нас, она платная. Она платная в маркете. Называется Raptide GP или, не знаю, Reptide. Я не знаю, как его правильно прочитать. Не сильно большой в этом спец. Но игра невероятная. Чисто развлекуха. Мы когда-то компанией как засели, и играть очень прикольно. Очень много таких интересных спецэффектов, тоже с очень хорошей графикой, как для смарт-ТВ боксов на андроиде. Давайте, поехали.
Ой, да, забылся. Здесь будут вам лететь и брызги в лицо, вы на каких-то водных мотоциклах, какие-то сумасшедшие гонки, при этом будут морские гонки, где есть огромные волны, где... Вау! Я слетел, я раньше никогда не слетал, слушайте, вообще огонь. Они расширили физику в новой версии. Раньше такого не было. Я играл в нее давно, но я ни разу раньше не слетал с мотоцикла, просто прыгая с воды. Да, здесь и волны добавили на вот этом вот канале. Раньше на этом канале, вот этом водном, на котором я сейчас, скажем так, гоняюсь, раньше здесь волн не было. Очень эффектная игра, очень залипательная. Давайте сюда сейчас. Шух. Очень залипательная. Так, открыто. Что у нас открыто? При этом есть много режимов игры, аркадный и... Так, давайте, твою мать. Слушайте, наверное, нужно сейчас выиграть. Сейчас выиграем, выйдем в меню и я вам покажу. Опять, слушайте, реально добавили физику такую, знаете, расширили физику. Видели, какие капли? Красиво, действительно красиво. Одна из моих любимых игр именно для Android TV приставок. Я не говорю, что я там играю на телефонах, нет, на телефонах, но именно иногда убить время на Smart TV боксе, когда ребенку там приходят там в гости, есть дети, там их посадил, дал им в руки вот этот геймпад, дал в руки этот Smart TV бокс, включил игру и все, и ты наслаждаешься спокойствием. Дети обычно с этим раптидом теряются, при этом он достаточно недорого стоит. На каком я месте? Я первый из 8, как я и говорил. Видите, при моем игровом левеле на изи я просто мега игрок. Поэтому Raptid GP рекомендуем. Слушайте, а вообще отписывайтесь, кто во что играет на Smart TV боксах. Будем обязательно смотреть, будем тестировать, будем рекомендовать людям. Давайте, поля сражений, Fields of Battle. Давно играли в пейнтбол? Именно в пейнтбол. Я вот первый раз такого увидел на Smart TV боксе. Поиграл, мне немножечко понравилось. В принципе, неплохо. Знаете, физика, конечно, дебильноватая, но тоже подубить время. Слушайте, я раньше стрелял. Не, он стреляет. Давайте, что-то в кого-то мы стрельнули. В кого-то даже попали. Давайте, кто там у нас? Меня убили. Я честно вам скажу, мне эта игра не нравится. Но, скажем так, некоторые мои подписчики мне предлагали ее попробовать. Мне она не нравится. Я не могу ее рекомендовать, но она тоже есть в маркете. И я могу советовать ее установить, попробовать, если вам это все дело зайдет. Графика, откровенно говоря, никакая. Поэтому можете, конечно, попробовать. Смотрите, что я... Real Racing. Вообще вся индустрия игровая для Android TV боксов, то вообще для Android, да, она знаменуется некоторыми очень известными играми, и Real Racing, Asphalt 8, Asphalt 9 это одни из тех игр, которые действительно культовые, которые поддерживают полноценные геймпады. Там, правда, с Asphalt 9 нужно отключать всесторонние пульты и мыши для того, чтобы не было никаких вопросов, тогда он начинает понимать геймпад. По крайней мере, с геймсиром у нас никогда вопросов не было. Поэтому мы сразу вам сейчас показываем бегло эти гоночки. Так, необходимо еще 242 мегабайта данных. Да сколько ж можно загружать? Показываем эти гоночки и потом уже будем остаточные игры наши смотреть. Начинается игра обычно с каких-то мега крутых тачек, с каких-то чего-то интересного. У вас там цель даже маленькая. А потом это все дело... Так, помощь в управлении... Не, давайте низкую выключу. Так, автотормоз. Автоматически не автоматически. Так, низкая. Помощь в управлении и автотормоз тоже низкая. Вообще автотормоз я выключу сейчас. Так, автотормоз вообще выключаем и APS выключаем. Хочу максимально. Вот это, кстати, нововведение. Раньше этого не было. То есть у вас раньше была... вот теперь удобно. Раньше, вы знаете, она там то сама тормозила, то еще что-то. Уйти в занос было нереально. Сейчас, смотрите, вообще как круто ее управлять. Вау, динамичненько, а. И Real Racing 3, одна из моих любимых гоночек, у нее очень красивая графика. Очень красивая графика. Конечно, с физикой здесь все очень-очень плохо, машины не бьются, но аркадно погонять с ребенком это более чем отличная игра. То есть, смотрите, как красивенько. Вау, в занос. Если поставить там эти все... Слушайте, здесь есть же такие виды, гонка завершена.
Я проиграл, что ли? Да, ну все видели. Я советую скачать, попробовать. То есть Real Racing, если вы о нем не знали, в чем я сильно сомневаюсь, то Real Racing это то, что нужно действительно попробовать. Это крутая. Так же, как и Асфальт 8, Асфальт 9. Асфальт 9 вообще не закачивал. Ой, Асфальт 8 не закачивал, уже устаревший, да? Давайте Асфальт 9 вам покажу. Асфальт 9 вообще с графикой действительно крутого консольного уровня. И говорю я об Асфальте 9 Легенды. Закачивал я его на чистый Android из Play Market. Для того, чтобы он работал с геймпадом, нужно отключить. Я отключил аэромышь свою и переподключить геймпад. Давайте выключим, включим. И сейчас у нас появится подключен геймпад. Геймпад сначала отключен. Сейчас давай. Ты должна выдать. Все, геймпад подключен. Все, теперь вы можете играть с геймпадом. Это вам схема, как играть с геймпадом в Асфальт 9. Асфальт 9 по количеству вообще своих игровых режимов, как и Асфальт 8, и сетевая игра, и кооперативная, и для компаний, короче, там очень много различных заданий. Это вообще одни из самых крутых игр, я считаю, для Android платформы в плане игры на геймпаде и в плане игры на ТВ-боксе, потому что мы все-таки канал, который ориентируется больше на ТВ-боксы, а не на смартфоны. И вот поехали, смотрите, погазовать, чем газовать, все, поехали. Так, как у нас там? Так, для того, чтобы дважды жми на левый курок или кнопку X, чтобы выполнить разворот. Все понятно, давайте попробуем. Воу, как круто, давайте сейчас кого-то запилим. Не-не-не. Да ты что, видели вообще этот графон? Графон неплохой, но игра способна закипятить практически любой ТВ-бокс, кроме самых крутых. То есть, если вы будете играть долго, нудно на более слабых ТВ-боксах, то можно, честно говоря, получить очень высокую температуру. И если там такие ТВ-боксы, как Nvidia Shield TV, как Yugus AM6 Plus и Minix, они с этим справляются достаточно хорошо, то более слабые коробки типа X96 Max Plus там, и все остальное, они будут с этим в край плохо работать. Блин, выполнить разворот. Вообще игра потрясающая. Что по графике, есть какие-то зачатки. Физика в зачаточном состоянии, конечно, машины летают как бог на душу положит, но поиграть в это более чем можно. Это классная игра, и ссылочка тоже в описании под видео. Приходится нам потом включать обратно аэромышь нашу. О, у меня аж голова закружилась от этой игры. Это прям вот на большом телеке это вообще очень-очень-очень круто. Асфальт 8, не знаю, показывать, не показывать. Почти у меня где-то он должен быть. Но так как мы планировали видео для новичков, я думаю, будет не лишним показать хотя бы демо-режим этого самого Асфальта 8. Давайте Асфальт 8. Вот, Асфальт 8 аркадные гонки. Вообще, да, это, видите, позиционируется как аркадная гонка. Вы должны также понимать, что для этих игр нужно достаточно много места. Потому что, например, Асфальт 8 занимает вместе с кэшем больше, там, около 1,5 гигабайт. То же самое и почти гиг занимает у нас Real Racing. Асфальт 9 тоже почти гиг, или даже больше гига. Поэтому вам нужно как минимум приставочка 4:32, если вы планируете во что-то такое играть. Вот у нас Асфальт 8, давайте в демо-режиме, в мини-игру поиграем. Здесь тоже очень красивая графика, вот эти вот эффекты, какие-то лучи. Но я вам скажу, Асфальт 8 действительно способен закипятить любой ТВ-бокс, который, ну, кроме самых-самых сильных, которые мы обычно рекомендуем для таких целей. Вообще, вот, допустим, на Yugus AM6 Plus в это играть сплошное удовольствие. У вас не будет ни тормозов, ни лагов, при этом у нас еще и загрузка основной игры идет. На более слабых ТВ-боксах вы такой финт ушами не провернете. Вау. Слушайте, ну классно. Симпатично. Здесь же мы можем еще, по-моему, с вами ускорение. Да, ускорение у нас есть. Давно не играл. Машины красивые, да? Короче, класс. Так. И я разбился. Но я должен был вам показать эту игру о том, что она такая вот есть. Слушайте, во что же еще можно поиграть с геймпадом незатейливого? Мы посмотрим чуть позже, потому что сейчас мы с вами посмотрим Legends, Shadow Guns Legends. Игра действительно консольного уровня, как по графике, так и по управлению, так и по самому миру, где у нас есть, это многопользовательская игра, здесь она такого, знаете, фантастического стиля, и куча инопланетян, куча стрельбы, куча оружия, вы выполняете задания, вы торгуете, и очень много интересных различных
интересных моментов. Полностью адаптирована под геймпад. Для данной игры с более-менее нормальной графикой потребуется достаточно мощный ТВ-бокс. Если Yugus M6+, на M-Logic S922X, видели мою ряху? Здесь такой вообще похож в жизни, да, вот такой же. Но он почти такой же красивый, как я, ну скажите. Вообще, смотрите, для того, чтобы поиграть... Слушайте, у меня задание висит какое-то. Давайте сейчас нажмем и сразу перейдем к заданию. Для того, чтобы поиграть в такую игру, нужно действительно иметь мощный ТВ-бокс. Советую Nvidia Shield, Yugus советую именно с порцами 2.2, советую VM Hades, вернее, Hades VM3 Pro, почему там Logic A311D процессор с 76 ядрами на 2.2 тоже с искусственным интеллектом. Неплохая такая себе коробка, после определенного допиливания вообще будет отлично. Смотрите, дело в том, что на данной игре, если вы не используете какие-то фирменные геймпады от Gamebox, вам придется в настройках включать, давайте перейдем в настройки, вам придется, слушайте, вы здесь, во-первых, можете убрать ограничение FPS, забыл сказать. Также вы можете регулировать графику в зависимости от производительности вашего ТВ-бокса. Вот если даже здесь поставлю ультра, то сейчас, давайте сейчас посмотрим. В управлениях автоматическая стрельба включена. И можно инвертировать даже управление. Вот на ультрах мы посмотрим, по идее Yugus на ультрах будет работать. Более слабые ТВ-боксы. Слушайте, ну норм, в принципе. А что у меня за оружие дебильное такое? Мне нужно что-нибудь посильнее. Давай. Так, одного завалили. А вообще, смотрите, действительно красивая графика. Давай, перезаряжайся. Нам надо его все. Завалили. Что у нас там еще с оружием? Не, сейчас мы разберемся с вами. Очень-очень быстро. Всем лежать. У нас еще такие летающие штуки. Давайте, двоих есть. Смотрите, геймплей сумасшедший. Есть и у нас сцены с открытыми какими-то локациями. Давайте нажимаем, поехали. Есть сцены с открытыми локациями. Очень много различных персонажей, очень много локаций, очень много заданий. И очень много интересного оружия. Поэтому я ее действительно рекомендую. Она есть режимом... Слушай, идти вглубь вышки. Нет, мы сейчас здесь не сможем зайти. Нам нужно будет разблокировать. Пойти лифт. Лифт отключен. Да сколько вас, Задание обновлено. Сейчас мы пойдем что-то соберем. Здесь, симпатичненько. Так, что-то взяли. Какую-то штуку. Берем еще. Очень рекомендую. Действительно одна из самых интересных и лучших игр для Android TV боксов. Смотрите, насчет, допустим, почему я склоняюсь к Yugus поиграть больше всего, потому что на Yugus есть возможность развернуть геймпад Panda Pro, и вы можете играть даже в те игры, которые не поддерживают геймпады на этом ТВ-боксе. То есть здесь есть root права, допустим, на Nvidia Shield вы такого не сделаете, это невозможно. И плюс Yugus еще поддерживает тот же самый... Опа, кто-то упал. Мы вообще стрелять собираемся. Плюс Yugus поддерживает тот же самый Nvidia GeForce Now, так же как и то есть в последнем обновлении в 4.0. У нас вообще там проблем с GeForce Now нет. Давай. С GeForce Now нет, и поэтому вы можете поиграть в GeForce Now игры. Давай. Есть. И плюс еще можете ремапить клавиатуру, вы можете ремапить геймпады, и все это работает. Очень рекомендую данную игру. Классная. Слушайте, что у нас еще остается? Battle Tank я бы советовал, Dead Trigger и серию Space Marshals. Hungry Shark, совсем детская игра, конечно. Battle Tank это, конечно, еще та игра. Но здесь вам понадобится и аэромышь. Давайте входим. Сражение. Сразу вам покажу геймплей. Это, знаете, для меня это эволюция танчиков. На самом деле, эволюция старых танчиков. Вот я считаю, что это так и есть. Смотрите, у нас здесь есть две стороны. Давай, как вам стрелять там? Напомните мне. Есть. То есть есть две стороны. Как стрелять? Давай. Я стреляю вообще? Или мне нужно настроить управление? Чем я стреляю? Вот я стреляю. Все, я понял. Я даже стрельнул. То есть это такая эволюция танчиков.
стенка на стенку, поэтому достаточно веселая игра, очень советую. Уже, знаете, время обзора у нас вылазит за какие-то рамки, поэтому я ее тоже рекомендую. Слушайте, из раннеров с элементами какого-то момента, вот Marshall, давайте мы обеспечим, Space Marshal 2 и Space Marshal 3, я советую, знаете, с головоломками, советую игру, вот именно эту серию игр. При этом здесь достаточно неплохая графика. Давайте, я первичные миссии уже прошел. Вот какие-то нелепые у нас эти. Кто играл в игры старые UFO, да, или, я не знаю, какие еще, XCOM, не UFO, а XCOM. Кто играл еще в какие-то старые игры такого формата, это наши, их в принципе захлестнет воспоминания игр такого уровня. Так, как нам стрелять? Ага, вот, все нашел. Игры такого уровня, игры такого жанра, я обожаю такие игры. Особенно здесь такая, знаете, много у тебя различных членов команды, у тебя здесь лабиринты, у тебя здесь какие-то задания, тебе нужно выполнять эти задания, тебе нужно какие-то головоломки, тебе нужно, быть хитрым. Вау. Давай. Особо важная цель устранена, 3 из 18. Быть хитрым, выполнять какие-то... мы можем залезть в подвал. Выполнять какие-то интересные миссии. Я зашел внутрь. Слушайте, интересно. Давай. Видели, как я их всех расстрелял? И вот именно серия Space Marshals 2, Space Marshals 3 для меня это топовые игры, на которых я залипал в свое время. Именно на играх такого жанра очень-очень много. Ну, как вы видите, здесь тоже не первая миссия. Я здесь попробовал, поиграл. Давайте сейчас мы шмальнем его из дробовика. Мне хочется из дробовика кого-то шмальнуть. Давай. Бум. Не, мне пистолет больше нравится. Хотя дробовик тоже стрелять неплохо. Рекомендую, ребят, очень рекомендую. Смотрите, то же самое, как и Space Marshals 3. Вот она тоже есть у нас. Вот она тоже у нас есть. Ну и остается мне вам показать из того, что я играл. Это такая, знаете, игра Commute. Очень простенькая, на логику и на реакцию игра, где вы можете играть тоже с геймпадом, где вы должны проводить машинки от одного места в другое. Я обожаю эту игру, очень много интересных минут потрачено. Мне уже не нравится. Очень много интересных минут потрачено на прохождение, потому что вы здесь составляете, вот смотрите, поехала первая машина, я ее провел, потом эта первая машина уже будет двигаться по этому маршруту. И вы каждую следующую машинку в этой локации должны за определенное время провести, чтобы она не столкнулась с другими машинами. В конечном итоге это превращается в полную вакханалию этих машинок, это очень интересно, при этом эти локации постоянно меняются. Вот смотрите, уже идут 3 машины, у меня уже 3-я машинку я управляю, потом будет 4-я, потом их будет с десяток, у вас будет не хватать времени, вы должны будете брать эти дополнительные секунды. Вот, пожалуйста, видите, то есть все есть. Теперь у нас добавится скорая помощь, которую лучше провести по короткому пути. Очень залипательная игра, очень на самом деле. Давай, вот сейчас мы с кем-то 100% столкнемся или не столкнемся, объедем. Машинка с мороженым. Это очень весело играть в компании, когда ты, допустим, соревнуешься, у тебя там есть первая миссия, и кто с каким временем лучше останется, да и вообще это лучше играть. Я с ребенком играл, я играл с ребенком, мне дочка очень полюбила эту игру, поэтому я ее тоже рекомендую. Прикольная игра. Что у нас еще остается вам сегодня показать для начинающих ТВ-боксеров, кто не знает во что поиграть, это Dead Trigger зомби-шутер. Здесь все тоже очень просто, хотя Dead Trigger по сравнению с Dead Effect мне не так сильно нравится из-за того, что здесь придется делать некоторые покупки, возможно, для того, чтобы пройти полноценную игру. Есть еще у нас различные игры, Unkilled и тому подобное, но я вам советую отписаться в комментах, какие игры играете вы, чтобы мы делали эти выпуски на постоянной основе. Она тоже полностью... Так, обновление до новой версии. Да что ж ты будешь? Так, обновить. Приходится иногда обновлять. Начинается это все очень эффектно. И графончик здесь тоже, кстати, очень даже неплох. Давайте сейчас я вам покажу, как это все делается, как это все двигается. Давайте, идите к горящей машине. Все, мы подошли. Выполняем тоже какие-то задания. Давайте.
Навигация. Тут нас очень хорошо обучают. Мы должны взять водичку. А мы вообще назначили кнопку, как кого-то тут чем-то бить. Смотрите, какой сейчас тут красавчик будет. Я всем, кстати, раньше тоже проверял очень часто. Оу, есть. Смотрите, какой красивый сейчас у нас появится. Это главный хейтер нашего канала. Если вы главный хейтер нашего канала, знаете, это вы. Такой вот красивый. У вас, наверное, что-то с желудком здесь не то. По крайней мере, я диагностирую это по вашему внешнему виду. Но игра тоже, я вам скажу, очень даже... Куда мне бежать? Куда мне бежать? А, сюда. Игра очень-очень даже неплоха в плане того, что зомби-шутер с хорошей графикой, с кучей оружия, с интересными миссиями. Давайте падаем. Сейчас мы упадем. Я уже наизусть ее знаю. Уже столько раз я играл, столько раз тестировал на этой игре. Давай, сейчас тут так, задание выполнено. Поздравляем. Давай. У меня даже сработал Vibro. А зачем у меня Vibro сработал? На андроиде вообще я с Vibro ни разу не видел, чтобы игры нормально работали вне эмуляторов, допустим. Давай, сейчас тебя прибьем. Давай, полежи. Этот сейчас мы пистолет возьмем. Вот до пистолета доходим. Вы увидите, насколько это прикольно стрелять. У меня появится еще один игрок. Вот, мы взяли пистолет. И смотрите, дело в том, что такого же жанра игра есть в маркете. Называется Unkilled. Я как бы про нее абсолютно забыл. Ссылочка тоже. Вот он, это тоже зомби-шутер с элементами стратегии. Вот мы его установили, нажимаем играть, само собой. И Unkilled вот очень похож, тот же самый зомби-шутер, при этом с теми же элементами головоломки. Слушайте, а прикольненько вообще. И при этом тоже с такой полуконсольной графикой. У нас здесь есть как сюжет, так и операции различные. Смотрите, я тут уже играл, елки-палки. Даже дошел до второго какого-то уровня. С достаточно симпатичной все это графикой, тот же самый зомби-шутер. В данной игре, если ваш геймпад не поддерживает выстрелы, то придется устанавливать автоогонь. Давайте сейчас мы здесь прорвемся немножечко. Постреляли. Где-то тут еще зомбаки. Короче, тут одни зомби. Вот я не знаю, зомбошутеров на Android TV, на Android устройство, у меня такое ощущение, что... Так, давайте поправим ему здоровье. У меня такое ощущение, что это прям больная тема с этими зомби-шутерами. И другого ничего у нас нет. Так, теперь мы выбираем и постреляем ракетницами. Держим. Вообще эффектненько. Эффектненько мы рекомендуем. Но если уже с зомбошутерами перебор, то нормально. То есть одна игра, которую я хотел бы вам показать, которая действительно очень-очень крута. И это называется Brother in Arms 3. Вот она. И там действительно, там и графика, и геймплей, это реальная консоль. Реальная консолька вообще, играть в нее очень приятно. Мы сейчас, как я вам уже говорил, мы не рассматриваем игры, на которых нужно ремапить. Это конкретно игры с нативным геймпадом. Для запуска игры требуются данные, закачивай. У нас сразу при загрузке здесь показано, как работать с геймпадом. И вот в отличие от зомби-шутеров, эта игра про Вторую мировую войну. Вот это поинтереснее. Во-первых, графика неплоха, во-вторых, неплох геймплей. И тема Второй мировой войны очень сильно нравится нашим зрителям. Потому что, так, кто я там, Джейкоб Холл. У нас здесь показано, как нам управлять нашим геймпадом. Стрельба. Давайте кого-то сейчас замочим. Давай. Чух-чух. И второго, давай, красивенько. Вы видели, насколько здесь прикольная графика? Здесь есть замедление, моменты с замедлением. Давай еще разочек. Отпустите левый аналоговый стик, чтобы попасть в укрытие. Давай еще его. Сейчас у нас вообще танки попрут. Классная игра, реально рекомендую. Вот одна из тех игр, которые я не установил в самом начале. И так, это наш танк. Это наш танк, идем дальше. Который я не установил в начале и забыл вам про них сказать. Блин, танк. Где наш этот фалс-патрон? Давай, побежали. Давай. У нас здесь есть вот фалс-патрон, по-моему. Давай, подбегаем. Берем. А как его взять? Базука. Здесь базука, не фалс-патрон. Гранатомет. И L1. Есть? Так, я что-то взял. L1. И есть. Техника уничтожена. Ребят, очень рекомендую. Я вам хотел, конечно, показать еще Hungry Shark. Но это настолько уже
такая изъезженная игра, ее знают абсолютно все и по смартфонам, и по, ух ты, как красиво, и по каким-то другим ТВ-боксам. Она полностью тоже поддерживает геймпад, но на ней я уже останавливаться не буду, просто установите и посмотрите сами. Для игры, для детей самое то. Мы в данном видео мы не останавливаемся на GeForce Now. GeForce Now мы отдельно выпустим видосик, поэтому подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить. Но также, если нравится, что мы делаем, ставим пальцы вверх, обязательно, я не знаю, комментируем, пишем свои игры. А с вами был Bubble, Yugus M6+, и набор игр, и геймпад GameSir на канале Технозон. Пока.